Привет, Клем. Привет, Милт. Привет, Чарли. Здорово, Чарли. На крыльце магазина поблескивали глаза Тома Кармоди. Сколько помнил Чарли, Кармоди вечно устраивался либо под каким-нибудь навесом, либо в тени деревьев, а если в комнате, то в самом дальнем углу. И всегда из темноты на тебя поблескивали его глаза. И сколько раз не посмотрят на тебя глаза Тома Кармоди, каждый раз они смеются над тобой по-новому. У меня есть одна вещь. Такая вещь, что вы захотите посмотреть. У тебя нет ничего, на что бы мы захотели посмотреть. Такая штука в банке. Выглядит вроде как похоже на мозг, а вроде как похоже на маринованную медузу. Да вы сами посмотрите. Самая обычная банка с маловразумительной диковинкой. Белесое нечто, парящее в сгущенной спиртовой атмосфере, вечно погруженное то ли в сон, то ли в какие-то свои мысли, вечно описывающее медленные круги, безжизненные, широко раскрытые глаза, вечно глядящие на тебя, никогда тебя не замечающие. Это было начало оттепели. За первым последовали и остальные. Они неохотно поднимались и шли, повинуясь непреодолимому тяготению. Вокруг банки собралось плотное кольцо людей, после чего Чарли впервые в своей жизни прибегнул к чему-то вроде стратегии и вернул крышку на место. Хотите посмотреть еще? Заходите ко мне домой. Там она и будет. Фу. Слышь, Чарли, да, я еще взгляну. Там что, восьминог? Заходите. Милости просим. А что твоя жена скажет, а? Она метлой нас не погонит! И в мире не было ничего,
кроме Чарли, его велосипеда и банки, стоящей позади сиденья. Банка слегка покачивалась, и холодное серое нечто сонно билось о металл, будто выглядывала наружу и ничего не видела. Ничего не видела. Теперь эта унылая комнатушка станет дворцом. В ней будет император. Да, лучшего слова и не придумаешь. Император, белый и холодный, бесстрастно покачивающийся в своем личном бассейне. Что это ты там притащил? Ну так что же это? А вот ты сама, Бетти, как думаешь, на что это похоже? Оно похоже? Оно похоже? Я думаю, оно похоже на тебя, Чарли. Содержимое банки не шелохнулось. Только у Чарли, соскучившегося по жене, лихорадочно заколотилось сердце. Потом позднее, когда сердце уже успокоилось, Чарли задумался. Он каждый год стирает руки в кровь на этих болотах, а потом Бетти хватает деньги и бежит из дома. Навещает, видите ли, своих родственников по 9 недель кряду. Ее красота имеет над Чарли абсолютную власть. Бетти и эти мужики, собирающиеся у магазина, они над ним смеются. И он не может ничего с этим сделать. Он не знает, как ее удержать. Но теперь он хотя бы попробует. Чарли. Здравствуй. Чарли, мы вот это вот... Мы глянуть хотим. Ну вот эту штуку, вот эту. Да, мы... Ну, который у тебя, ну, в этой самой банке. Ну,
Впервые за многие годы Чарли узнал, что такое счастье. Он ликовал, как кукуруза, пошедшая в рост с первыми после засухи дождями. Каким блаженством были привычные вечерние звуки, приближающийся шорох сапог в высокой траве, затем скрип крыльца под тяжелыми ногами и, наконец, очередной голос. Можно мне войти? Заходите все. Сколько вас там? Это было нечто вроде церковной службы. Люди сидели на стульях и стояли, прислонившись к стенам, и мало-помалу все они начинали благоговейно взирать на банку. Нет, они не пялились на банку сразу, как какие-нибудь там зеваки. Все происходило неспешно, словно бы само собой, словно они так, от нечего делать осматривали комнату, отпускали свои глаза в свободное плавание, позволяли им бесцельно перебирать все находящиеся здесь предметы. А потом, по чистой, конечно же, случайности, в фокусе их рассеянного внимания неизбежно оказывалось одно и то же место, один и тот же предмет. Через некоторое время здесь сойдутся взгляды всех в комнате глаз, как иголки, воткнутые в невероятную игольницу. И вот, что же это такое? А?
это она? А может, вообще оно? И я вот просыпаюсь ночью, ворочаюсь, а сам все думаю, как вот эта банка стоит в ночной темноте. И я вот думаю об этой штуке, как она висит в своем рассоле, бледная и спокойная. Иногда я разбужу мать, и мы вместе с ней о ней думаем. Лежим с ней и думаем. И дрожим. И пусть душная ночь, и деревья потеют, и комары от жары не летают. А мы все лежим, ворочаясь с бока на бок, дрожим и пытаемся уснуть. Дед опять погрузился в молчание, словно говоря: «Я сказал вполне достаточно. И пусть теперь кто-нибудь другой выразит свое удивление и свое благоговение и свой страх». Вот как сейчас помню, когда еще был сопливым мальчишкой, и у нас была эта кошка, постоянно рожавшая котят. Господи, их стоило хоть раз убежать за ограду и, пожалуйста, подарочек. Ну а мы что, мы раздавали котят. Только в тот момент, когда она катилась, у наших соседей, которые жили поближе, или до которых можно было просто дойти пешком, уже был наш котенок, а у кого и два. Тогда мама вышла на заднее крыльцо и вынесла большую стеклянную банку, до краев наполненную водой. «Джек», — сказала мама, — «утопи котят». Вот как сейчас помню, стою я там, а котята бегают и пищат, тычутся во все стороны. Такие маленькие, слепые, беззащитные. И хуже всего не совсем даже слепые, а начинают только открывать глаза. Тогда я посмотрел на маму и сказал, что я не могу, мам, лучше ты. А мама побледнела вся и говорит, что это нужно сделать мне, и что другому никому доверить это нельзя. И пошла на кухню жарить курицу. А я взял одного котенка, я держал его в ладони, он был теплый, и он пискнул, и я захотел убежать куда угодно, лишь бы только никогда больше сюда не возвращаться. Я уронил котенка в воду. Как сейчас помню, он закрыл глаза, открыл рот, пытаясь вздохнуть. Появились его маленькие белые зубки, высунулся розовый язык, и вместе с ними пузырьки воздуха. Такая ниточка до поверхности воды. До сегодня помню, никогда не забуду. Как он плавал в этой воде, когда уже все было кончено. Его качало, и он ни о чем не думал. И смотрел на меня, и не осуждал меня за то, что я сделал. Но он и не любил меня. Нет, совсем не любил. Сердца бешено колотились. Глаза испуганно перебегали с Джека на банку,
Снова на Джека, снова на банку. Вы знаете, что это? Знаете? А я вам скажу, это центр жизни. Вот что это такое. Точно, точно. Точно вам говорю, Господь мне свидетель. С болота прилетевший ветер раскачивал его, как тростинку. Ветер ни для кого, кроме самого Клема, невидимый, неслышимый, неощутимый. Когда-то из срединных хлябев вышли все твари. Они делали себе руки и ноги, рога и языки. Ну, началось все с такой малюсенькой крохотуличной амебы. Потом была лягушка вот с такой вот готовой лопнуть шеей. А потом она встала на задние лапы и стала человеком. Это центр творения. Срединная мама, из которой мы все вышли 10 тысяч лет назад. 10 тысяч лет? Да, она очень старая. Вот, посмотрите, она лежит там. Ее ничего не беспокоит. Ничего. Она смотрит на нас. У нее есть глаза, но она не двигает ими. Потому что она все знает. Она все понимает. Она видит, что мы когда-то все из нее вышли. И когда-то все в нее уйдем. А какие у нее глаза? Серые. Нет. Зеленые. А волосы? Волосы у нее черные? Рыжие. Да нет, седые. А что, если какой-то старик ушел в болото? А может, и не старик совсем, а мальчишка? И он заблудился там. И шли годы, и он все никак не мог выбраться. И он плутал ночами по всем этим тропинкам и канавам, топям и кочкам. И кожа его бледнела, а сам он холодел и съеживался. Вечер за вечером рассказывай одну и ту же историю, и каждый раз она будет другой. Ее изменят сверчки, ее изменят лягушки, ее изменит нечто, глядящее из банки. В сырости и без солнца он все так съеживался и съеживался, пока не стал совсем маленький. А потом он упал в трясину. И так и остался лежать в этой болотной жиже, вроде как червяки или кто-то еще. А ведь как знать, может, это кто-то всем нам хорошо знакомый. Даже если не всем, то хотя бы кому-нибудь из нас. Кто-нибудь, с кем мы время от времени перебрасывались словом. Как знать?
Каждый год в это болото убегает уйма маленьких ребятишек. Они там бегают и не возвращаются. Я и сама однажды чуть там не заблудилась. Вот так я и лишилась своего мальчика, своего маленького Фоули. Мой маленький Фоули, это ты? Фоули, скажи мне, это ты? Вещь, смутно белевшая в банке, хранила молчание и только слепо взирала на людей, одна на многих. И где-то в глубине крепких ширококосных тел пробилась тайная струйка страха, первый ручеек весенней оттепели, и вскоре их непоколебимое спокойствие и вера, и покорное смирение были подточены и изъедены этой струйкой, и растаяли, и унеслись бурлящим потоком. Оно пошевелилось. Да нет. Нет, ничего оно не пошевелилось. Тебе просто мерещится. Да вот же, ей-богу. Я видел, как оно медленно повернулось. Совсем как мертвый котенок. Да тихо ты. Тихо. Мертвая эта штука. Давным-давно мертвая. С тех пор, как ты еще даже на свет не родился. Он подал мне знак. Это мой мальчик. У тебя в банке мой мальчик. Это же мой Фоули. Мой Фоули. Успокойся, Джей. Не успокойся. Сядь и возьми себя в руки. Ну это такой же твой ребенок, как, скажем, мой. Ну не надо. Все это болтовня. Все это пустые слова. Скорее всего, мы так и не узнаем никогда, что же там такое в этой банке. Скорее всего, если бы мы даже и узнали, то не захотели бы знать. Ну, вроде волшебства цирковых фокусников. Если узнаешь, в чем там жульничество, смотреть потом совсем неинтересно. Вроде как на кишки дохлой крысы. Мы собираемся здесь все вместе раз в 10 дней или что-то вроде. И мы разговариваем, ну, вроде как светскую беседу ведем. И у нас всегда есть о чем поговорить. Узнаем мы вдруг, что же там за хреновина такая. Очень, может быть, нам и поговорить-то стало бы не о чем. Так что вот так. Что оно такое? Это хреновина? Да она вообще ничто. Вот же зуб даю. Ничто. Бетти. Это Бетти его настропалила.
Бетти пытается убить новую жизнь мужа, только о том и мечтает. Ничего в этой посудине нету, кроме слипшихся медуз. Гнилых и вонючих. Послушай, братец Кармоди, а ты часом не завидуешь? Еще чего. Я просто хотел посмотреть, как вы, болваны пустоголовые, по 100-му разу пережевываете одно и то же. Можешь заметить, что я в вашей болтовне не принимал никакого участия. А теперь я ухожу. Ну как? Никто не составит мне компанию? Как я уже говорила, в тот раз, перед грозой, это самая штука. Но почему она не может быть, вроде как всем сразу? Уймой самых разных вещей. Всеми видами жизни и смерти. Еще чего угодно. Смешайте дождь и солнце, и грязь, и все вместе. Траву, и змей, и детей, и туман, и долгие дни и ночи. Но почему это должна быть одна вещь? Может, это уйма? Что-то они задумали, эти двое. Что-то нехорошее. Гости разошлись поздно. Чарли лег в постель с противоречивыми чувствами. Вечер прошел отлично. Только как вот насчет Бетти и Тома? Время шло и шло, было уже за полночь. И только тогда Чарли услышал шорох высокой травы. Негромко простучали каблуки. По крыльцу, в гостиную, в спальню. Чарли! Я не сплю. Чарли, Что? спорим, ты не знаешь, где я была? Спорим, не знаешь. Я была в цирке. Меня отвез туда Том Кармоди. И мы говорили с хозяином цирка. Мы правда говорили с ним, Чарли. И мы узнали, что в той банке. Я не хочу ничего слышать! Не хочешь, Чарли, а придется. Это ж чистый анекдот. История, Чарли, просто прелесть. Уходи! Нет, нетушки. Нет, драгоценный мой. Не уйду я, пока не расскажу.
Убирайся отсюда! Ой, Чарли! Да, я все расскажу по порядку. В общем, мы приехали и стали говорить с хозяином цирка. И он рассказал нам... Он рассказал, что продал эту банку одному сельскому лоху. Ведь все это, Чарли, самый обыкновенный хлам. Резина, хлопок, шелк. А внутри проволочный каркас. И все. И больше ничего. Я не хочу это слушать! Я не хочу это слушать! Представляешь, что будет, когда ребята узнают, какая подделка скрывается в твоей банке? Да они просто умрут со смеху. Просто кататься со смеху будут. Ты хочешь им рассказать? Боишься, что они мне не поверят? Что посчитают меня за врушу? Ну почему ты не можешь оставить меня в покое? Мелкая пакостница! Тебе ничто никогда не нравится, что бы я ни сделал. Этой банкой я немного поприжал тебе хвост. Но ты спать не могла, все придумывала, как бы мне нагадить. Ладно, никому я ничего не скажу. Не скажу. Главное, ты уже сделала. Испоганила все для меня. Теперь уже не так важно, расскажешь ты кому-нибудь еще или нет. Мне-то ты уже рассказала. И вся моя радость на этом кончилась. А все ты и Том Кармоди. Мне так хотелось стереть с его лица эту проклятую хмылочку. Он же сколько лет надо мной смеется. Ну что ты сидишь? Иди рассказывай, что хочешь и кому хочешь. Мне уже все равно. С утратой банки Чарли утратит весь мир. И Бетти. Бетти он тоже терял. С каждой неделей, с каждым месяцем она ускользала все дальше. Она издевалась над ним, поднимала его на смех. Сколько уже лет Чарли сверял время своей жизни по маятнику ее бедер. Но ведь и другие мужчины, Том, к примеру, Кармоди, сверяли свое время по тому же эталону. Банка заслуживала благодарности, но хотя бы за долгие вечера, щедрые вечера, полные друзей и тепла, и разговоров, свободно гулявших из конца в конец гостиной. Да, Бетти была потеряна, потеряна безвозвратно. Бетти, ты же не ходила в цирк. Именно что ходила. Ты врешь. Именно что не вру. В этой банке должно быть что-нибудь еще. Что-нибудь помимо того хлама, о котором ты говорила. Слишком многие люди верят, что в ней что-то есть. Бетти, ты не можешь этого изменить. А хозяин цирка, если ты и вправду с ним говорила, он соврал. Иди сюда, Бетти. Что ты там еще удумал? Подойди ко мне. Иди сюда! Не трогай меня, Чарли! Не бойся, Бетти. Я просто покажу тебе одну вещь.
Ну, кисонька, кисонька, котеночек ты мой маленький, котеночек. Тигр, тигр, жгучий страх, ты горишь в ночных лесах, чей бессмертный взор, любя, создал страшного тебя. В небесах иль средь зыбей вспыхнул блеск твоих очей. Как дерзал он так парить, кто посмел огонь схватить? Кто скрутил и для чего нервы сердца твоего? Чьею страшную рукой ты был выкован такой? Чей был молот, цепи чьи, чтоб скрепить мечты твои? Кто взметнул твой быстрый взмах, ухватил смертельный страх? В тот великий час, когда воззвала к звезде звезда, в час, как небо все зажглось влажным блеском звездных слез, он, создание любя, улыбнулся ль на тебя? Тот же ль он тебя создал, что рожденье Агнцу дал? Тигр, тигр, жгучий страх, ты горишь в ночных лесах, чей бессмертный взор, любя, создал страшного тебя. Первыми пришли дед Меднов и бабушка Гвоздика. Дальше подтянулись и все остальные. Молодые и старые, благодушные и озлобленные. И у каждого были свои мысли, и надежды, и страхи, и вопросы. И все они негромко здоровались с Чарли, и никто не смотрел на святилище. Они ждали, пока придут и другие, пока соберутся все. По блеску их глаз можно было понять, что каждый видит в банке что-то свое, не такое, как остальные, что-то
касающиеся жизни, и бледной жизни после жизни, и жизни в смерти, и смерти в жизни. И у каждого была своя история, свой мотив, свои реплики, старые, хорошо знакомые, но все равно новые. Привет, Чарли. Твоя жена что, снова гостит у родителей? Вернется через пару недель. Только и делает, что бегает из дому. Да будто вы и не знаете. Да, Чарли, у тебя непоседливая жена, это точно. Том Кармоди боялся войти. Он не улыбался. На влажных, безвольно обвисших губах приоткрытого рта ни тени улыбки. Ни тени улыбки на белом, как мел, лице. Лице человека, давно и опасно больного. Странно. Я как-то не замечал раньше. У него голубые глаза. Она всегда имела голубые глаза. Нет. Нет, ничего подобного. Раньше они были карие. Карие. И еще. У него черные волосы. А раньше у него не было черных волос. Были. Ничего подобного. Точно. Были. Том Кармоди стоял один в полутьме прихожей и видел в банке то, чего никогда не видел прежде, а все другие видели то, что они хотели видеть. Мой мальчик. Мой маленький мальчик. Мозг. Срединная мама. Котенок. Все и вся. Ночь. Трясина. Смерть. Белесая нежить. Пустынные скалистые берега. Влажные морские твари. Так что же все-таки это такое? Вот скажем, он это. Или она. Или вообще просто оно. Сдается мне, мы никогда этого не узнаем. Сдается, что не узнаем. Самая обычная банка.
с маловразумительной диковинкой. Белесое нечто, парящее в сгущенной спиртовой атмосфере, вечно погруженное то ли в сон, то ли в какие-то свои мысли, вечно описывающие медленные круги, безжизненные, широко раскрытые глаза, вечно глядящие на тебя, никогда тебя не замечающие.